Добрый день, с вами ведьма Аграфина и мои уроки рунической магии. Сегодня я дам вам один из вариантов став, который может помочь вам в борьбе с соперниками. Это может быть соперница, это может быть соперник, если вы мужчиной боретесь за свою женщину. Это может быть тот, кто обращает на себя, кто как бы мешает вам, привлекает к себе внимание. Это может быть кто-то в коллективе, не только в любовной магии. Это может быть наказание человеку. Это может быть снижение его привлекать. Он стал направлен на то, чтобы этого человека сделать чмом. Он называется опущенное чмо. Основан он по мотивам усиленное чмо, скажем, есть такой став чмо, автор Банши. И этот опущенное чмо, то есть этот став усиливается дополнительными рунами, снятием защит и так далее. Этот став годится, можно использовать, попробовать использовать в ситуации, когда возникли какие-то чувства вот. И другая женщина, допустим, в его глазах выглядит таким аленьким цветочком, прям там страсть, любовь, морковь. Способ, каким он, на что он направлен, этот став, сделать этого человека непривлекательным, чмом, поняли, да? И плюс неуверенным в себе. Знаем, что не только человек непривлекательный, но когда ему еще говорят что-то неприятное, он чувствует себя неуверенно, это все как утраивается, усиливается его непривлекательность. И даже привлекательный человек становится каким-то фу. То есть цель сделать, чтобы соперница была омерзительно, отвратительно. На всех уровнях, физическом, моральном, ментальном. Результаты зависят от разных условий, от исходных условий, конечно же, от ваших способностей, возможностей. Какова ситуация, да, из которой мы исходим, это также влияет, играет значение. Ну, кроме того, как один став, этого мало всегда, да. То есть используйте этот став, сейчас я вам расскажу. То есть ставится он на того человека, которого надо опустить. Опущенное чмо, да, который нам мешает, который слишком хорош. Да, вот для чего нужна диагностика. Допустим, если ваш мужчина живет с какой-то женой, такой подругой, какой-то другом, боевой подругой, с которой его связывает там бизнес какой-то или чувство долга, она мать его детей, этот став, ну, собственно говоря, вам ничем не поможет вообще. Кстати, эти узы очень крепкие, и их разбивать надо совершенно другими методами. Поняли? То есть это больше став в случае, можно попробовать использовать в случае, если такая какая-то конфетно-букетный период у вашего мужчины или мужа, или кто, который вот нашел себе такую вкусную конфету, его эта женщина очень радует своим внешним видом, вот, чтобы она вам не мешала. Или он. Что мы видим в этом ставе? Манас. Помним, это человек, любой человек, да? Помним. Я буду рисовать состав. Это мужчина-женщина, потому что это формула универсальная для устранения мужчин тоже, чтобы он был непривлекательным. Кстати, это может не обязательно ваша соперница или соперник в любви. Это может любой человек быть, которого вы хотите наказать. Да, это по сути порча. И помните, что вам нужно защищать, поставить какие-то защиты. Ну или быть настолько злым, уверенным в себе, чтобы ни в коем случае никаких сомнений не было, что вас это может как-то коснуться. То есть, поняли, да? Дальше. Есть такой халагас с снежинкой. Вот он. Вот он. Вот он тут. Халагас, помним, это одна из рун победы, ну, в группах футарки. Означает уничтожение.
мы его разрушаем. Волю, силу, его привлекательность, сексапильность, что там, уверенность в себе. Вот что мы там ему разрушаем. Дальше. Тейваза. Вот они, 3 тейваза. Что это? Опускаем, собственно говоря. Его опускаем, ломаем, вплоть до того, что представляем, как он там согнулся, представляем, как он вжал голову в плечи, да, как ему стыдно за себя, что он там, простите, там пукнул или еще что-то такое. Вот на что направлено это упущенное чмо, этот став. Лохудра какая-нибудь, может быть, жреть, полнеть, вонять, говорить что-то неадекватное. И все это принудительно. Все это принудительно. Это у нас наутизм очень принудительно. Кроме того, еще есть руна перевернута Ансус. Вот она, да? Она. Что вызывает, собственно, непонимание, отвращение, нежелание общаться у окружающих людей. Можно говорить, каких именно людей. То есть помним, ставится на маню, вот ту самую маню, которая прекрасная, шикарная, замечательная. И можете ставить куда угодно, можете по центру. Когда ставите на человека, лучше ставить по центру, на его энергетические центры. Ну что еще? Активировать. Это, по сути, порча. Нежелательно ее активировать дыханием своим. Лучше активируйте сжиганием, землей, посыпьте солькой, когда нанесете. Можно ставить на огурец. Я вообще иногда сталкивалась с тем, что люди думают, что такое огурец. Огурец — это кружочек, ручки. Вот такой вот огуречек. Ну, это я как... Откуда взялось огурец? Из какой-то песни детской. Палка, ножки, получился человечек. Вы можете нарисовать его более по-человечески. Да, конечно, тут надо знать... Лучше всего иметь фотографию соперницы. Если у нее есть что-то голова, можно, допустим, сюда голову налепить и нарисовать куда-то там центр какой-то энергетический. Можно просто на голову. Ну, хорошо, когда у нас голова есть. Кстати, вот в рунике возможно даже фотографировать сзади. Это тоже энергетические отпечатки, лучше, чем просто имя, которые, кстати, часто искажаются. Поэтому будьте внимательны, когда вы ставите без фотографий на огурец, потому что там надо как можно больше подробностей описывать. Пользуйтесь. Пробуйте для того, чтобы разрубить более серьезную связь, я же говорю, которая зиждется не только, может быть, там и любовь, а может быть, этого мало окажется, поскольку, почему я говорю 100 раз диагностика, потому что все эти конфетно-букетные связи, если за ними еще стоят какие-то серьезные связи, деловые, чувство долга, вот с ними нужно работать сложнее, потому что это убеждение человека. И просто так, может, эта жена или его спутница, она давно уже для него не привлекательна, но он ее держит, потому что это его убеждение. Тогда нужен совершенно другой подход. Также и ну, это классика опущенная, чему можете попробовать. Результат зависит от многих причин, однако вам ничто не мешает упорствовать, делать много этих ставов. Да, активизация, ни в коем случае не наносите на свое тело, не активируйте дыханием, нельзя этого делать, потому что это порча. Так, солькой над огнем можно провести или сжечь. И помним, что 2-3 недели потом надо подновлять, ну и наблюдать, как там, что там. Вот. Будет еще цикл по избавлению от соперников, от соперниц.
в любви и не в любви. Заходите на мой канал, подписывайтесь, обращайтесь с разными магическими услугами. Все мои контакты под этим видео. Спасибо, до свидания.